Привет, мои хорошие! Сегодня приготовим с вами супер вкусный, супер нежный и супер ленивый пирог с творогом из лаваша. Он получится всегда и у всех. Итак, приступим. Для этого в творог добавляем сахар и все это дело хорошенько перемешиваем. Для этого мы берем погружной блендер и перемешиваем до однородного состояния. Наша задача состоит в том, чтобы сахар полностью растворился в твороге. В итоге мы получим очень нежную, мягкую творожную массу. Потратив всего 2 минуты, мы получили нашу начинку для будущего пирога. Далее в глубокой емкости мы смешиваем яйцо. Далее добавляем натуральный йогурт, без добавок и без красителей. У меня, к примеру, домашний. Также можно использовать кефир или сметану. Одним словом, любой молочный продукт. Добавляем воды. И четвертый, последний компонент – это растительное масло. Можно использовать оливковое. Все хорошенько мешаем до однородного состояния, чтобы наши ингредиенты смешались между собой. Следующим этапом мы берем форму, в которой будем запекать наш пирожок. Обязательно смазываем растительным маслом или сливочным. Хорошенько промазываем дно формы, бока. Вы можете использовать, как и я, стеклянную, но также можно запекать в любое, абсолютно какая у вас есть, с антипригарным покрытием. Все опять же на ваше усмотрение. Ну и наконец мы подошли к заключительному этапу. Нам потребуется лаваш или ролл пшеничный, как в моем случае. Делим его на несколько частей по размеру побольше, чем наша форма. И далее приступаем к самому основному процессу. Что мы делаем? Берем кусок нашего ролла, который мы отрезали или оторвали, и хорошенько смачиваем в нашей основе, которую мы приготовили. Ничего страшного, если он вдруг у вас порвется. Это стандартный для него процесс. Он получается очень мягкий, напитывается нашим соком. И укладываем в форму, в которой будем запекать и которую промазали маслом. Распределяем его по дну, немного заходим на края нашей формы. Это делается для того, чтобы в дальнейшем творог не вытек наружу из нашего пирога. Можно делать внахлёст. Ну а теперь, когда ролл мы распределили, укладываем нашу начинку, творог. Можно побольше, можно поменьше. Все зависит от ваших вкусов. Получив слой творога, мы повторяем процедуру. Лаваш, творог, лаваш, творог. Так делаем до того момента, пока творожок не закончится. И у нас осталось немного нашей основы, в которой мы замачивали лаваш. Вот эти остатки мы не вливаем, а хорошенько поливаем им последний слой нашего пирога. Хорошенько обязательно смачиваем края, потому что, как это обычно бывает, края у любого пирога всегда более сухие, но мы этого сделать не хотим. Хорошенько их укомплектовываем и оставляем пропитываться на буквально 5-7 минут. В это время включаем духовку на 180 градусов, разогреваем. Как видите, наш пирожок полностью пропитался, отправляем его в духовку. Через 25 минут мы получили наш готовый, нежный и супер вкусный пирог. Теперь посмотрим, какой он внутри. Берем нож и разрезаем. Пирог, кстати, настолько нежный, что не обязательно пользоваться ножом. Вы можете взять даже деревянную лопатку. Вот такой он в разрезе. Попробуем его на вкус. Он нежный. Посмотрите, какая красота. Очень нежный, вкусный и достаточно сладкий. Готовьте с любовью, приятного аппетита и будьте здоровы!